Приветствую всех рыбаков на нашем канале. Совсем недавно я что-то искал в гараже и чисто случайно среди старого хлама нашел вот такие вот велосипедные спицы. Я точно не знаю, откуда они там взялись, но это и не важно. Главное то, что эти спицы меня вдохновили на данное видео. А речь в этом видео пойдет о том, как из велосипедной спицы очень легко сделать хорошую застежку для кукана. То есть ту самую застежку, за которую мы будем цеплять рыбу, которую поймаем. Почему же для таких застежек очень хорошо использовать именно велосипедные спицы? Ну, для этого я вижу три причины основных. Во-первых, это доступность и дешевизна этих спиц. То есть вы можете их или купить, причем купить недорого в различных там веломагазинах или на каких-то рынках. Или вот так же, как я, где-то найти, там, может, у вас есть какое-то старое колесо поломанное от велосипеда. То есть вы находите одно колесо, и там уже сразу есть целая куча спиц, которых вам хватит, чтобы собрать полноценно нормальный большой кукан. Второе преимущество у этих спиц то, что они не ржавеют. Ну и третье, одно из основных преимуществ в том, что такие спицы обладают некой упругостью, то есть они имеют так называемые пружинящие свойства, которые здесь нам просто необходимы. То есть мы не можем взять просто проволоку, которая вот так вот загибается и также и остается. У нас проволока должна отпружинивать. Это как раз то, что нам надо для таких застежек. Вот. Поэтому сейчас мы с этой спицы будем делать кукан, но перед этим я еще хочу сказать пару слов о длине этих спиц. Потому как вы сами знаете, что колеса бывают на велосипедах разного размера, разного диаметра, соответственно, и спицы также должны быть разной длины. У меня сейчас в руках спица длиной 30 сантиметров, и скажу вам так, что мои эксперименты показали, что это самая минимальная спица, которая вам подойдет для таких застежек. То есть, если спица будет меньше, чем 30 сантиметров, она уже не подойдет. Застежки будут слишком маленькие, и нормальную рыбу вы на эти застежки не посадите. Вот, поэтому вам подходят спицы или такие же, как у меня, 30 сантиметров, или длиннее. Скажу сразу, что если у вас спица будет длиннее, то все те размеры, которые сейчас я буду вам называть, они вам тоже будут подходить. Ничего не поменяется, если ваша спица будет длиннее. Просто ваша застежка уже в собранном виде, она просто будет немного длиннее, чем та, которая получится сейчас у меня. Вот и все. Все те размеры, еще раз скажу, все те размеры, которые я буду показывать, они остаются неизменными, какая бы спица у вас не была. Поэтому сейчас нам необходимо взять нашу спицу и первым делом кусачками откусить вот этот вот изгиб, ну вот эту вот шляпку, которая присутствует в любой велосипедной спице. Вот я откусил вот эту вот шляпку. И еще есть такой момент. У нас на другом конце спицы есть резьба. И если же спица у вас будет длиннее, чем у меня, резьбу можете эту спокойно тоже откусывать. Если же у вас спица 30 сантиметров, то резьбу можете оставлять. И сейчас нам необходимо от края этой спицы отмерить 9 сантиметров. Если мы резьбу все-таки оставляем, то меряем 9 сантиметров от той стороны, где резьба. Берем нашу линеечку, берем маркер и отмечаем 9 сантиметров. Есть. Теперь мы берем круглогубцы, ставим их на нашу метку. Вот так. И делаем вот такой вот загиб. Вот так. Вот что у нас должно получиться. Все проверяем, поправляем, чтобы все было ровно, чтобы все было красиво. Да, эта проволока гнется достаточно так сложно, но тем не менее она гнется, и здесь все получается. Я уже неоднократно делал такие застежки, и
Уверяю вас, что ничего сложного здесь нет. Итак, после того, как у нас получилась вот такая вот петелечка, теперь берем обычные плоскогубцы. И теперь наша задача вот здесь вот за петлю взяться плоскогубцами и вот этот вот более короткий конец один раз обернуть вокруг вот этого вот более длинного конца. Хорошо удерживаем петлю и вот так вот загибаем. Вот. Вот что у нас получилось. Что мы делаем дальше? Теперь мы берем нашу линейку и от этого конца отмеряем 2 сантиметра. Помечаем. И возле этой метки делаем загиб. Вот так вот ставим плоскогубцы к метке и загибаем в обратную сторону, то есть вот сюда. Вот сюда делаем загиб. Так, пока до конца не загибаем, нам нужно будет согнуть еще больше, но не сейчас, немного попозже. Вот так пока оставляем. Теперь нам необходимо сделать еще одно важное действие. Как мы видим, у нас здесь получилась проволока определенной длины. Нам необходимо сделать загиб. Для этого мы эту длину просто делим пополам. Ну так, визуально, даже можно без линейки. Вот. Поделили визуально пополам. И сейчас будем здесь загибать. Здесь сразу понятно, почему я говорил, что какая бы ни была длина спицы, эти размеры, которые я говорю, они никак не меняются, они остаются у вас такими же. Потому как, пусть даже было длиннее вот настолько, все равно мы просто эту часть делили бы пополам и делали потом загиб. В результате эта застежка просто получилась бы длиннее. Но вот весь этот узел, вот, который у нас, скажем, основной, он был бы таким же. Ну, он не то, что был бы, он и будет таким же. Вот, поэтому мы здесь делим пополам, и теперь нам необходимо взять какую-нибудь круглую, скажем так, оправку. У меня в качестве оправки будет вот такой вот старый патрон от какой-то дрели. Диаметр этого патрона, вот этой вот части, 32 миллиметра. Вы можете взять что-то похожее, это может быть любой какой-то цилиндр, желательно, чтобы он был твердый, то есть, ну, металлический или из какого-то плотного дерева, может какая-то ручка там от лопаты, не знаю, ну, чтобы он, в общем, не прогибался и был круглый. И примерно такого же диаметра. Вот у меня 32 миллиметра нормально для таких застежек подходит. Можете взять там, я не знаю, 35 миллиметров или 30, ну, 35, наверное, было бы даже лучше. Вот, теперь берем вот эту нашу оправку, в общем, и метку, ставим метку на нее. И вот так вот начинаем постепенно загибать. Оправка дает нам возможность, чтобы получался здесь ровный радиус. Гнем не спеша, сейчас я покажу, что будет дальше. Вот так вот немного согнули. Вот у нас уже здесь вырисовывается такой вот плавный изгиб, плавный радиус. И теперь нам нужно согнуть таким образом, чтобы вот эта вот часть, когда, сейчас как же вам показать, в общем, когда она вот так вот полностью мы загнем кверху эту часть, вот, которая сейчас слева, чтобы она была на сантиметр или а лучше на 1,5 выше, чем вот эта вот проволока. Ну вот где-то так, вот в принципе сейчас получается правильно. Вот так вот, хорошо загибаем. Так, все, вот теперь смотрите, мы сюда вставляем эту проволоку. Вот почему я говорил, что проволока должна быть пружинистой. Вот, мощнейшая застежка, никуда не денется рыба. Открыли, закрыли, все. Итак, когда эта проволока сюда вставилась в этот изгиб, мы теперь можем взять плоскогубцы и полностью теперь ее подогнуть. Нам нужно подогнуть так, чтобы она была максимально сюда, ну, чтобы эти проволоки максимально
были близко друг возле друга, но так, чтобы проходила вот эта вот часть. Чтобы там не заклинивала она. Вот. Просто если бы мы сразу согнули, когда еще не было этой проволоки, то у нас бы она потом туда вряд ли бы вошла. А так мы вставили и по ней уже хорошо так подогнули, все получилось замечательно. Так, теперь смотрим, чтобы у нас все тут было ровненько. Если что-то не так, всегда можно поправить. И последнее, что нам осталось, это немножко вперед наклонить вот этот вот хвостик. Вот так. Сильно загибать его нежелательно, потому что потом будет тяжело кукан вставлять в рыбу. В общем, наша застежка для кукана полностью готова. Как вы видели, ничего сложного здесь нет, делается она очень просто и довольно быстро. Ну, понятно, что вот эта вот петелечка для того, чтобы застежка крепилась к веревке, то есть к самому кукану, к основному. Вот эта вот часть у нас откидывается, как видите, откидывается она замечательно, проволока реально пружинит. И вот сюда этот конец вставляется рыбе в рот, пропускается через него и вот так вот фиксируется. И рыба надежно сидит у нас на кукане. Как я говорил, для этого дела действительно очень хорошо подходят спицы от велосипеда, потому что действительно вот они обладают таким свойством, что они вроде бы и гнутся, то есть все это сгибается довольно просто, но в то же время очень хорошо отпружинивает. Застежка работает просто замечательно. Отлично. Поэтому, кто заинтересовался и хочет сделать сам себе кукан своими руками, берите себе на вооружение. Я понимаю, что сейчас кукан купить в магазине не проблема, но, как по мне, то всегда то, что можно сделать самому, лучше сделать самому. Это, во-первых, всегда приятнее пользоваться каким-то своим изделием. Также вы точно будете уверены в том качестве, которое вы сделали. То есть вы знаете, что ваш кукан сделан надежно и гораздо лучше, чем его сделает какой-то там китаец. А китайцы, сами понимаете, большинство вещей делают через одно место. Поэтому лучше, чтобы ваш кукан был сделан через правильное место. Поэтому спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.